Что если самый обычный строительный инструмент у вас в руках уже устарел на 10 лет? Существует дрель, которая сама определяет материал и меняет режим без единого касания. А бетон, который укладывают роботы в Дубае, застывает за 40 минут и выдерживает нагрузку втрое выше стандарта. Мы собрали 100 инструментов, которые уже сегодня меняют строительство по всему миру, и большинство из них вы никогда не видели в обычном магазине. Начнем с инструментов, которые режут то, что обычный диск или пила просто не берут. Первый – водоструйный резак с давлением в 6000 атмосфер. Струя воды толщиной в половину миллиметра, смешанная с абразивным порошком из граната, режет титановую плиту толщиной 8 сантиметров за 4 минуты. Никакого тепла, никакой деформации края, никакой пыли. Именно такие резаки используют при демонтаже атомных реакторов, когда любая искра недопустима. Компания из Швеции поставила подобную установку на строительство тоннеля под Стокгольмом в 2019-м, то есть машина прорезала гранитные блоки точнее любого взрыва и в 3 раза быстрее алмазного диска. Второй инструмент – лазерный резак на основе волоконного лазера мощностью 12 киловатт. Такие установки уже стоят прямо на строительных площадках в Южной Корее и Японии. Они режут стальные балки толщиной до 20 мм прямо на месте монтажа без транспортировки на завод. Срез получается настолько чистым, что сварку можно начинать немедленно, без шлифовки. На строительстве небоскреба в Сеуле такой резак сократил цикл монтажа стального каркаса на 17 дней. Третий. Алмазная канатная пила. Не диск, а именно канат длиной до 100 метров, усеянный алмазными сегментами. Он огибает любую форму и режет монолитный железобетон толщиной до 2 метров. Именно этим инструментом демонтировали старый мост через реку По в Италии в 2021. Конструкцию весом в 4000 тонн разрезали на секции за 8 дней, не повредив соседние опоры. Четвертый инструмент выглядит как обычная болгарка, но внутри у нее плазменный резак. Он работает при температуре 20 тысяч градусов по Цельсию, это горячая поверхность Солнца. Режет любой металл, включая нержавеющую сталь толщиной до 40 мм со скоростью метр в минуту. Строители в Канаде используют портативные версии таких резаков для демонтажа старых нефтяных платформ прямо в полевых условиях. Пятый. Ультразвуковой резак для армированных конструкций. Частота колебаний 20 тысяч Гц в секунду позволяет резать карбоновые панели, стеклопластик и сэндвич-материалы без расслоения краев. Авиастроители используют такие инструменты уже 20 лет, но в строительство они пришли только после того, как карбоновые фасадные панели начали применять в массовом строительстве. В 2023-м такой резак впервые использовали при монтаже фасада башни в Абу-Даби. Шестой – роботизированный резак на гусеничном ходу для работы в труднодоступных местах. Машина весом 200 кг самостоятельно заезжает в коллектор или тоннель, выставляет алмазный диск по лазерному маркеру и режет бетонную стену с точностью до 1 мм. Оператор управляет ею с планшета с расстояния до 300 метров. Московский метрострой применял подобную технику при реконструкции тоннелей на кольцевой линии. Ни один рабочий не заходил в зону резки. Седьмой инструмент этой категории – криогенный резак. Он замораживает бетон жидким азотом до минус 190 градусов, после чего материал становится хрупким и раскалывается под минимальным механическим воздействием. Метод позволяет демонтировать конструкции без вибраций, что критично рядом с работающим оборудованием или историческими зданиями. Впервые в промышленных масштабах его применили в Германии при разборке химического завода в Людвигсхафене в 2018-м. Каждый из этих инструментов решает задачу, с которой традиционные методы справляются хуже, дольше или вообще не справляются. Но резка – это только начало. Крепежные эти измерительные инструменты кажутся скучной темой ровно до того момента, пока не узнаешь, что один неверный миллиметр в фундаменте небоскреба смещает верхний этаж на 30 сантиметров. Первый инструмент этой категории – лазерный нивелир с самовыравниванием и дальностью 300 метров. Необычный построитель плоскостей за 5000 рублей, а профессиональная станция, которая одновременно строит горизонталь, вертикаль и наклонную плоскость с точностью до 0,1 мм на 10 метров. Именно такие приборы использовали при монтаже стеклянного купола нового терминала аэропорта Стамбула в 2018-м. Купол диаметром 700 метров собирали по точкам, выставленным лазером. Отклонение по всей конструкции составило менее 2 мм. Второй – цифровой динамометрический ключ с памятью на 1000 затяжек. Инструмент фиксирует усилия каждого болта, записывает данные с меткой времени и передает их на сервер через беспроводное соединение. На мостах и в промышленном строительстве каждый болт несущей конструкции должен быть затянут с точным моментом. Это требование норм безопасности. В Японии такие ключи обязательны на всех объектах сейсмостойкого строительства с 2015-го. Если болт затянут неверно, система немедленно сигнализирует прорабу.
Третий инструмент – магнитный захват с управляемой силой притяжения. Электромагнит мощностью до 3 тонн удерживает стальные элементы в нужном положении при монтаже, пока сварщик делает прихватки. Оператор регулирует силу притяжения с пульта, а при отключении питания специальный пружинный механизм удерживает груз еще 20 секунд. Достаточно, чтобы среагировать. Немецкая компания поставила такие захваты на строительство завода в Лейпциге, где монтировали стальные колонны весом 8 тонн в условиях ветра до 15 метров в секунду. Четвертый. Ультразвуковой толщиномер для скрытых конструкций. Прикладываешь прибор к бетонной стене снаружи. Он показывает точную толщину плиты, расположение арматуры и наличие пустот внутри. Никакого сверления, никаких разрушений. Строители в Великобритании используют такие приборы при реконструкции исторических зданий, где вскрытие стен запрещено законом об охране архитектурного наследия. В 2022 с помощью такого толщиномера обнаружили скрытую полость в несущей стене замка XIV века в Уэльсе, без единого отверстия вкладки. Пятый. Самозатягивающийся анкер с химическим сердечником. Вставляешь его в отверстие, нажимаешь кнопку, капсула внутри разрушается, химический состав заполняет все пустоты и через 40 минут держит нагрузку в 12 тонн на вырыв. Обычный распорный анкер в том же отверстии выдержит максимум 3 тонны. Такие анкеры применяют при монтаже навесных фасадов на зданиях с пористым бетоном, где механическое расклинивание не работает. В Москве ими крепили фасад реконструированного здания на Садовом кольце в 2020-м. Шестой. Гироскопический уровень для трубопроводов. Прибор вставляется внутрь трубы диаметром от 150 мм и самостоятельно движется по ней, фиксируя каждое отклонение от проектного положения с точностью до 1 мм на 100 метров. В Нидерландах такой прибор проверил состояние дренажной сети Амстердама протяженностью 200 км за 3 недели, без вскрытия ни одного участка грунта. Седьмой. Цифровая рулетка с лазерным дальномером и встроенным вычислителем площади. Измеряет расстояние до 100 метров с точностью до 1 мм, мгновенно считает площадь и объем помещения, сохраняет данные и отправляет их на телефон. Звучит просто, но на практике это означает, что один сметчик за день обмеряет объект, на который раньше уходила неделя работы бригады из 3 человек с обычными рулетками. Точность в строительстве решает не только качество, но и деньги. Каждый миллиметр ошибки на этапе разметки превращается в сантиметры проблем при отделке. Есть целый класс строительных инструментов, которые не видно на площадке, но именно они определяют, рухнет здание через 10 лет или простоит 300. Первый – георадар для сканирования грунта. Прибор весом 8 килограммов тянут по поверхности земли, и он показывает на экране все, что находится на глубине до 5 метров. Трубы, кабели, пустоты, старые фундаменты, подземные воды. Разрешение современных моделей позволяет различить трубу диаметром 20 мм на глубине 2 метров. В Санкт-Петербурге такой прибор использовали перед закладкой фундамента нового жилого комплекса на Васильевском острове. Обнаружили деревянные сваи 18 века, которые не были отмечены ни в одном архиве. Строители изменили проект фундамента прямо на месте, сэкономив на судебных разбирательствах по повреждению исторических объектов. Второй инструмент тепловизор строительного класса с разрешением матрицы 640 на 480 пикселей. Он показывает мостики холода в утеплении, скрытые протечки за отделкой, участки с нарушенной гидроизоляцией и даже перегруженную проводку за штукатуркой. В Финляндии тепловизорная проверка всех новостроек перед сдачей обязательно по закону с 2010-го. За первый год применения этой нормы строители устранили дефекты утепления в 43% сданных объектов, дефекты, которые без прибора обнаружились бы только через первую зиму. Третий. Акустический детектор трещин в бетоне. Прибор прикладывают к поверхности конструкции и простукивают ее специальным молоточком с датчиком. Звук отражается иначе, там, где внутри есть расслоение, трещина или пустота. Компьютер строит карту дефектов с точностью до 5 мм. Именно такой метод применяли при обследовании мостов в Италии после обрушения моста Маранди в Генуе в 2018-м. За 2 года проверили более 3000 мостовых конструкций по всей стране. Четвертый. Лазерный сканер для создания трехмерной модели существующего здания. Прибор на штативе за 20 минут делает 360 миллионов замеров вокруг себя и строит облако точек с точностью 2 мм. Потом эту модель загружают в программу проектирования и работают с ней как с чертежом. При реконструкции старых заводов в России такой сканер позволяет получить точную документацию здания, для которого никаких чертежей никогда не существовало. В 2022 таким образом оцифровали цех Уралмашзавода 1932 года постройки перед его реконструкцией. Пятый инструмент – электронный склерометр для определения прочности бетона без образцов. Обычный склерометр бьет по поверхности и по отскоку шарика оценивает твердость. Электронная версия делает то же самое, но дополнительно учитывает угол удара, температуру поверхности и карбонизацию
карбонизацию верхнего слоя, выдавая результат с погрешностью менее 10% от лабораторного испытания. Это критично при оценке несущей способности старых конструкций, когда нельзя брать керны из рабочих элементов. Шестой. Цифровая инклинометрическая система для мониторинга осадки фундамента в реальном времени. Датчики вставляют в скважины рядом с фундаментом еще на этапе строительства и оставляют там навсегда. Они передают данные об отклонении грунта каждые 6 часов. Если фундамент начинает смещаться быстрее нормы, система автоматически отправляет сигнал инженеру. В Москве такие системы установлены под всеми новыми станциями метро Большой кольцевой линии. Они работают непрерывно и фиксируют даже сезонные колебания грунта от промерзания. Седьмой. Влагомер для бетона и стяжки с игольчатыми электродами глубиной до 8 см. Укладывать паркет, ламинат или плитку на стяжку с остаточной влажностью выше 4% дать, это значит гарантированно получить вздутие через год. Обычные поверхностные влагомеры показывают только верхний сантиметр. Глубинный прибор дает реальную картину по всей толщине стяжки за 30 секунд. Немецкие строительные нормы требуют документального подтверждения влажности стяжки перед укладкой любого напольного покрытия. Штраф за нарушение покрывает полную стоимость переделки пола. То, чего не видно глазом, в строительстве стоит дороже всего остального. Некоторые инструменты делают за секунду то, на что бригада раньше тратила смену. Первый. Гидравлический разрыватель бетона. Никакого взрыва, никакого отбойного молотка. Прибор вставляют в просверленное отверстие диаметром 45 мм, нажимают кнопку, и поршни раздвигаются с усилием в 600 тонн. Монолитная плита толщиной полметра раскалывается за 8 секунд точно по заданной линии. Вибраций нет вообще. Именно этим инструментом демонтировали взлетно-посадочную полосу аэропорта Хитроу в 2017-м. Работы вели в ночные окна по 4 часа, не прерывая полеты в дневное время. Второй. Аккумуляторный гвоздезабиватель с магазином на 200 гвоздей. Он вбивает крепеж длиной 90 мм в брус за 0,1 секунды с усилием, которое недоступно ни одному молотку в руках человека. Плотник с таким инструментом собирает деревянный каркас дома за день. Без него та же работа занимает 3 дня. На скандинавских домостроительных заводах такие инструменты работают в связке с роботами-укладчиками. Робот позиционирует элемент, человек с гвоздезабивателем фиксирует его за секунду. Третий инструмент – пороховой монтажный пистолет нового поколения с электронным управлением мощностью выстрела. Он забивает дюбели в бетон марки 350 без предварительного сверления. Старые версии таких пистолетов требовали подбора патрона под твердость основания на глаз. Промахнулся с мощностью, и дюбель либо не вошел, либо прошил плиту насквозь. Новая электронная система сама измеряет твердость поверхности первым холостым ударом и выбирает нужную мощность. Монтажники в Объединенных Арабских Эмиратах крепят профили для гипсокартона к потолку из монолитного бетона со скоростью 200 точек в час. Четвертый – электрогидравлический пресс для обжима трубных соединений. Он соединяет медные, стальные и полимерные трубы диаметром до 108 мм за 4 секунды без пайки и сварки. Соединение выдерживает давление 16 атмосфер. Это вдвое выше рабочего давления в большинстве систем отопления. Сантехники в Германии перешли на прессовые соединения в жилом строительстве полностью. Страховые компании снизили тарифы на страхование трубопроводов на 30%, потому что количество протечек упало кратно. Пятый. Аккумуляторный перфоратор с системой активного гашения вибраций. Звучит обыденно, но конкретная модель японского производителя создает ударное усилие 18 джоулей при весе 4 кг. Это показатель профессиональных сетевых перфораторов десятилетней давности весом 12 килограммов. Рабочий держит его одной рукой и сверлит отверстие диаметром 32 мм в армированном бетоне за 40 секунд. Аккумулятор емкостью 12 ампер-часов держит заряд на 80 таких отверстий. Шестой пневматический степлер для изоляционных материалов, работающий со скобами длиной до 90 мм. Он крепит минеральную вату, пенополистирол и мембраны к деревянным конструкциям со скоростью 3 удара в секунду. Бригада из 2 человек утепляет кровлю площадью 500 квадратных метров за один рабочий день. Без степлера та же работа с молотком и гвоздями занимала бы 4 дня. Седьмой инструмент этой категории – аккумуляторный импульсный гайковерт с крутящим моментом 1200 ньютон-метров. Это усилие позволяет затянуть или открутить болт диаметром 24 мм без ударной нагрузки на руки оператора. Монтажники металлоконструкции используют такие инструменты при сборке ферм и колонн. На строительстве стадиона в Катаре к чемпионату мира 2022 бригада из 8 человек с такими гайковертами собирала стальную секцию кровли за 6 часов. По расчетам с обычным инструментом та же работа занимала бы 2 суток. Скорость в строительстве, но это не спешка. Это деньги. Каждый сэкономленный день на объекте стоимостью 1 миллиард рублей означает миллионы рублей экономии только на аренде техники и зарплатах.
Опытные мастера годами собирают инструменты, о которых не пишут в каталогах крупных магазинов, но которые решают задачи, недоступные стандартному оборудованию. Первый такой инструмент – магнитный захват для укладки плитки с вакуумными присосками и цифровым уровнем. Мастер берет плиту весом 20 килограммов одной рукой, прибор удерживает ее горизонтально, встроенный уровень показывает отклонение до 0,1 градуса, и плитка ложится точно с первого раза. Итальянские укладчики натурального камня используют такие захваты при монтаже мраморных плит толщиной 3 см на вертикальные поверхности. Без инструмента двое рабочих держат плиту руками, третий наносит клей, четвертый контролирует уровень. С захватом справляется один человек. Второй – осциллирующий многофункциональный инструмент с частотой колебаний 20 тысяч раз в минуту. Насадка движется вперед-назад на угол 3 градуса. Почти незаметно глазу, но этого достаточно, чтобы пилить, шлифовать, резать и скоблить в местах, куда не войдет ни одна другая пила. Подрезать дверной косяк вровень с полом, удалить старый силикон из шва, вырезать отверстие в гипсокартоне вплотную к стене. Все это делает один инструмент с заменой насадки за 30 секунд. Реставраторы в Праге используют его для работы с историческими деревянными конструкциями, где вибрация обычной пилы разрушает старые соединения. Третий – профессиональный миксер для штукатурных смесей с автоматическим контролем консистенции. Датчик вязкости в венчике определяет густоту смеси и автоматически регулирует скорость вращения. Если смесь слишком густая, миксер замедляется и не перегревается. Если слишком жидкая, ускоряется до максимума. Штукатуры в Австрии работают с такими миксерами на объектах реставрации, где состав известковой штукатурки меняется от партии к партии, и ручной контроль консистенции требует многолетнего опыта. Четвертый инструмент мастеров – угловая шлифовальная машина с системой автоматического торможения диска за 0,2 секунды. Обычный диск после отпускания кнопки вращается еще 3-5 секунд. Именно в этот момент происходит большинство травм. Новая система останавливает диск почти мгновенно с помощью электромагнитного тормоза. В Швеции после введения обязательной сертификации угловых шлифовальных машин с системой быстрого торможения количество производственных травм на строительных объектах снизилось на 28% за 3 года. Пятый – инфракрасный паяльник для напольных покрытий. Он разогревает клеевой слой под старым линолеумом или паркетом до точно заданной температуры, и покрытие снимается целым листом без повреждений. Обычный строительный фен греет неравномерно. Клей либо не отпускает, либо горит. Инфракрасная панель площадью 30 на 30 сантиметров прогревает квадратный метр покрытия равномерно за 4 минуты. Реставраторы паркета в старых московских особняках используют такие панели при снятии исторического дубового паркета. Каждая плашка стоит дороже нового материала, и повреждение недопустимо. Шестой – это цифровой штангенциркуль для контроля зазоров при монтаже оконных блоков. Прибор измеряет зазор между рамой и проемом с точностью до 0,01 мм и сразу показывает, соответствует ли он норме для данного типа уплотнителя. Кажется мелочью, но неравномерный зазор по периметру окна означает продувание зимой и гарантированную рекламацию. Немецкие установщики окон из ПХВ включают этот прибор в стандартный набор и фотографируют показания для протокола сдачи объекта. Седьмой. Ручной экструдер для герметика с подогревом картриджа. Вязкие герметики на основе полиуретана при температуре ниже 10 градусов становятся настолько густыми, что выдавить их из стандартного пистолета почти невозможно. Рабочий давит на рукоять с усилием 20 килограммов и все равно получает неравномерный шов. Экструдер с подогревом разогревает картридж до 40 градусов, герметик течет ровно, и шов получается одинаковым при любой погоде. Кровельщики в Норвегии работают с такими инструментами круглый год, включая зимние месяцы при минус 20. Разница между мастером и просто рабочим часто определяется не опытом, а именно такими инструментами. Теми, которые решают конкретную задачу лучше, чем любой универсальный прибор. Строительные технологии последних 5 лет сделали скачок, который сложно осознать, просто глядя на привычную площадку с краном и бетономешалкой. Первый инструмент этой категории – строительный трехмерный принтер на гусеничном ходу. Машина размером с небольшой грузовик движется по периметру будущего здания и укладывает бетонную смесь слоями толщиной 15 мм. Дом площадью 100 квадратных метров она печатает за 24 часа непрерывной работы. В 2021 в Нидерландах напечатали первый жилой дом, в котором живут реальные люди. Конструкция прошла все строительные экспертизы и получила разрешение на эксплуатацию. Стоимость печати стен оказалась на 40% ниже традиционного кирпичного строительства. Второй Тротеде – дрон-инспектор с лидарным сканером и тепловизором одновременно. Он облетает фасад здания высотой 100 метров за 18 минут и строит трехмерную модель с отмеченными трещинами, зонами намокания и участками с нарушенным утеплением. Промышленный альпинист для той же работы потратил бы 3 дня и стоил бы в 8 раз дороже. В Сингапуре такие дроны проверяют фасады всех зданий старше 20 лет в обязательном порядке раз в 5 лет. Это требование городского строительного кодекса с 2019 года.
Третий инструмент — экзоскелет для строительных рабочих. Металлический каркас надевается поверх одежды и берет на себя нагрузку при подъеме тяжестей. Рабочий в экзоскелете поднимает мешок цемента весом 50 килограммов с нагрузкой на собственный позвоночник, как при подъеме 5 килограммов. Японская строительная компания Taisei оснастила экзоскелетами бригады на 3 объектах в Токио. В 2020-м количество больничных по травмам спины за год снизилось на 61%. Четвертый — автономный робот для укладки кирпича. Машина по имени Hedrian, разработанная в Австралии, укладывает 1000 кирпичей в час. Человек-каменщик в среднем укладывает 350 за то же время. Робот получает трехмерную модель стены, сам наносит раствор, берет кирпич манипулятором и кладет его с точностью до полумиллиметра. Он работает 24 часа в сутки без перерывов. Первый жилой объект, возведенный с участием Hedrian, сдали в Перте в 2022. Пятый — система дополненной реальности для монтажников. Рабочий надевает очки, которые накладывают на реальную картину строительной площадки трехмерную проектную модель. Он видит, где именно должна проходить труба, где стоять колонна, где заканчиваться стена, прямо в пространстве перед собой, без чертежей в руках. Строительная компания из Финляндии внедрила такую систему на объекте в Хельсинки в 2023 и зафиксировала снижение ошибок при монтаже инженерных систем на 73% по сравнению с работой по бумажным чертежам. Шестой — самовосстанавливающийся бетон с капсулами бактерий. Это не инструмент в привычном смысле, но материал, который меняет работу с конструкциями полностью. Внутри бетона находятся капсулы с бактериями вида Bacillus pasteurii. Когда в бетоне появляется трещина и внутрь проникает вода, бактерии просыпаются, начинают вырабатывать кальцит и заполняют трещину шириной до 300 микрон самостоятельно за 3 недели. Нидерландский университет Делфта разработал этот материал в 2016 и сейчас его применяют в строительстве мостов и тоннелей в 6 европейских странах. Седьмой — роботизированная сварочная рука для монтажа арматурных каркасов. Манипулятор на колесном шасси движется вдоль арматурной сетки и вяжет проволоку в узлах со скоростью 600 узлов в час. Бригада из 3 арматурщиков вяжет вручную около 150 узлов в час на человека, то есть 450 суммарно. Робот не устает, не делает перерывов и вяжет каждый узел с одинаковым усилием. На строительстве атомной электростанции в Финляндии Olkiluoto 3 такой робот обвязал арматурный каркас реакторного здания за 18 дней вместо расчетных 42. Технологии меняют строительство быстрее, чем меняются строительные нормы. И это создает ситуацию, когда инструменты уже есть, а правил их применения еще не написали. Некоторые инструменты решают задачи, которые еще 20 лет назад считались физически невозможными без полного демонтажа конструкции. Первый — гидравлический домкрат для подъема целых зданий. Не отдельных элементов, а всего здания целиком. Система из нескольких десятков синхронизированных домкратов грузоподъемностью по 500 тонн. Каждый поднимает многоэтажный дом на нужную высоту со скоростью 2 см в минуту. В Китае таким методом переместили жилой дом 70-х годов постройки весом 22 тысячи тонн на расстояние 70 метров в сторону, чтобы освободить место для новой дороги. Жильцы не выезжали. Коммуникации были подключены через гибкие вставки на все время операции, которая заняла 18 дней. Второй инструмент — инъекционная система для выравнивания просевших фундаментов. В грунт под фундаментом через трубки диаметром 25 мм закачивают специальный полиуретановый состав под давлением. Состав расширяется в 20 раз от исходного объема и поднимает фундамент на заданную высоту с точностью до 1 мм. Дом площадью 200 квадратных метров, просевший на сторону на 8 см, выравнивают за один рабочий день. В Нидерландах, где торфяные грунты дают постоянную осадку, такую технологию применяют на сотнях объектов ежегодно без выселения жильцов. Третий — электромагнитный трубогиб для работы на месте монтажа. Обычный трубогиб требует длинного рычага и физических усилий, а трубу диаметром больше 50 мм гнут только на заводском оборудовании. Электромагнитный прибор создает импульсное магнитное поле, которое деформирует металл без механического контакта. Стальная труба диаметром 100 мм изгибается на нужный угол за 3 секунды без потери толщины стенки в зоне изгиба. Это невозможно при механическом гибе. Судостроители используют такую технологию для изготовления нестандартных трубопроводов прямо на борту судна. Четвертый — система вакуумного подъема стеклянных панелей весом до тонны. Рама с 12 вакуумными присосками захватывает стеклянную панель площадью 12 квадратных метров, кран поднимает ее на нужный этаж, монтажники ориентируют по лазерным маркерам и фиксируют. Датчики давления контролируют каждую присоску в реальном времени. При падении вакуума хотя бы в одной точке система издает звуковой сигнал и блокирует движение крана. При строительстве штаб-квартиры Apple в Купертино таким способом монтировали изогнутые стеклянные панели весом 800 килограммов каждая. Это крупнейшие изогнутые стекла в истории строительства.
Пятый инструмент – криогенный расширитель для демонтажа заклинивших соединений. Стальные болты и муфты после десятилетий эксплуатации прикипают намертво. Срезать их можно, но это уничтожает соединение полностью. Криогенный расширитель охлаждает болт жидким азотом до минус 190 градусов за 30 секунд. Металл сжимается, зазор между болтом и силигайкой увеличивается на несколько сотых миллиметра. Этого достаточно, чтобы открутить соединение стандартным ключом без разрушения. Нефтяники используют такой метод при обслуживании трубопроводной арматуры, которая не разбиралась 20 и более лет. Шестой – самоходная машина для горизонтального бурения под дорогами и зданиями. Она прокладывает тоннель диаметром до 300 мм на глубине от 1 метра без вскрытия поверхности. Бур движется горизонтально, управляемый по лазерному лучу, и отклоняется от заданной линии не более чем на 10 мм на 100 метров хода. Коммунальщики в Токио прокладывают все новые кабельные трассы под городскими улицами исключительно таким методом. Вскрытие асфальта в центре города запрещено в часы пик и обходится в суммы, сопоставимые со стоимостью самого кабеля. Седьмой. Аэрогелевый напыляемый утеплитель с теплопроводностью в 3 раза ниже минеральной ваты. Состав наносится пульверизатором как краска и застывает в пористый слой толщиной 2 см, который по теплоизоляции равен 8 см традиционного утеплителя. Его применяют там, где толщина стены критична. При реновации исторических фасадов, где утепление снаружи изменит архитектурный облик, а утепление изнутри сократит площадь помещений. В Париже таким составом утеплили несколько зданий XIX века в охраняемых кварталах без изменения внешнего вида фасадов. Граница между возможным и невозможным в строительстве сдвигается каждые несколько лет. И каждый раз именно инструмент оказывается тем, что делает этот сдвиг реальным. Все перечисленное раньше, это инструменты, которые делают работу быстрее, точнее или безопаснее. Но есть несколько разработок, которые меняют само понимание того, что вообще можно построить. Первый – туннелепроходческий щит с активным управлением давлением грунта. Машина диаметром 17 метров и весом 4000 тонн движется сквозь землю со скоростью 20 метров в сутки, одновременно разрабатывая грунт, удаляя его и укладывая бетонные кольца обделки тоннеля. Давление на забое регулируется автоматически с точностью до 0,1 атмосферы. Это не дает поверхности над тоннелем просесть даже на миллиметр. Именно такой щит прошел по центрам Москвы при строительстве большой кольцевой линии на глубине 60 метров под жилыми домами. Ни один из домов над трассой не получил трещин в несущих конструкциях. Второй инструмент этой категории – система активного контроля вибрации для небоскребов. Это не строительный инструмент в привычном смысле. Это маятник весом от 500 до 1000 тонн, подвешенный на верхних этажах здания. Когда ветер раскачивает башню, маятник движется в противофазе и гасит колебания. На башне Тайбэй-101 на Тайване установлен такой маятник весом 660 тонн, стальной шар диаметром 5,5 метров. Во время тайфуна Синлаку в 2008 он отклонился на 115 сантиметров от центра, погасив колебания здания настолько, что сотрудники офисов на верхних этажах продолжали работать. Третий – адаптивный фундамент с гидравлическими опорами. Система датчиков непрерывно измеряет нагрузку на каждую точку фундамента и давление грунта под ней. При неравномерной осадке гидравлические домкраты внутри фундаментных блоков автоматически компенсируют отклонение. Это означает, что здание буквально само себя выравнивает в режиме реального времени. Первую такую систему установили в Дубае под торговым центром площадью 120 тысяч квадратных метров. Грунт под ним представляет собой чередование песка и известняка с разной несущей способностью. И традиционный фундамент потребовал бы свай глубиной 40 метров. Адаптивная система обошлась на 30% дешевле. Четвертый – лазерная система позиционирования для монтажа конструкций с точностью до 0,1 мм на расстоянии 500 метров. 4 лазерные станции на углах площадки создают трехмерную систему координат в пространстве. Каждый монтируемый элемент оснащен отражателями, и система в реальном времени показывает оператору крана, насколько точно элемент находится в проектном положении. При монтаже пролетных строений моста через Керченский пролив такая система позволила состыковать секции весом по 3000 тонн с отклонением от проектной оси менее 2 мм. Пятый – строительный принтер для металлических конструкций на основе проволочной дуговой наплавки. Он не печатает пластиком или бетоном, он наплавляет стальную проволоку слой за слоем, создавая металлические конструкции любой формы. Нидерландская компания напечатала пешеходный мост из нержавеющей стали длиной 12 метров и установила его в Амстердаме в 2021. Мост весит 3 тонны. Традиционная стальная конструкция той же длины весила бы 8 тонн.
Принтер работал непрерывно 119 часов. Шестой, да, система беспроводного мониторинга всей строительной конструкции в реальном времени. Несколько сотен датчиков деформации, температуры и вибрации вмуровывают в бетон при заливке. Они передают данные через внутреннюю сеть на центральный сервер пожизненно, пока стоит здание. Если какой-либо элемент конструкции начинает деформироваться быстрее нормы, система автоматически запускает расчет остаточного ресурса и отправляет инженеру отчет с рекомендациями. Мост Милау во Франции оснащен такой системой с момента открытия в 2004-м. 452 датчика непрерывно передают данные о состоянии конструкции. Седьмой и самый поразительный инструмент этой категории. Квантовый гравиметр для геологической разведки перед строительством. Прибор измеряет микровариации гравитационного поля Земли с точностью, недостижимой для любых механических датчиков. По этим вариациям он строит карту плотности грунта на глубине до 100 метров, выявляет карстовые пустоты, подземные водотоки и зоны с ослабленным основанием, невидимые для любых других методов разведки. Первый коммерческий квантовый гравиметр для строительства выпустила британская компания в 2023. Стоимость прибора 2 миллиона фунтов стерлингов, но один предотвращенный обвал фундамента окупает его многократно. Когда инструмент стоит дороже целого жилого дома, это означает только одно. Задача, которую он решает, стоит еще дороже. Вначале был вопрос, устарел ли инструмент у вас в руках на 10 лет. После всего, что здесь показано, ответ очевиден. Да, и не на 10, а на 20. Но есть один инструмент, который объединяет все перечисленное и меняет строительство радикальнее любого отдельного прибора. Это цифровой двойник строительного объекта. Виртуальная копия здания, которая существует параллельно с реальным с момента закладки фундамента до сноса. Каждый датчик, каждый лазерный сканер, каждая система мониторинга передает данные в эту модель. Двойник знает о здании все. Точное положение каждой трубы, реальную прочность каждой колонны, историю каждого болта. Когда в 2023 в Сингапуре завершили строительство интегрированного туристического комплекса Marina Bay Sands второй очереди, цифровой двойник объекта содержал 700 миллионов точек данных. Инженеры могут зайти в модель и увидеть состояние любого элемента конструкции в реальном времени, не выходя из офиса. Второй финальный инструмент – искусственный интеллект для проектирования строительных конструкций. Инженер задает параметры – нагрузка, материал, стоимость, сейсмическая зона. Система за 4 минуты генерирует 1000 вариантов конструкции и выбирает оптимальный по совокупности критериев. Человек проверяет результат и утверждает. На строительстве нового терминала аэропорта в Пекине такая система спроектировала несущие узлы кровли, форма которых не пришла бы в голову ни одному инженеру. Они выглядят как органические разветвления, но выдерживают нагрузку на 30% выше, при расходе стали на 20% меньше, чем традиционные решения. Третий инструмент, который изменит все навсегда, это материал, а не механизм. Углеродное волокно в строительных конструкциях. Арматура из углеродного волокна в 8 раз легче стальной и в 4 раза прочнее на разрыв. Она не ржавеет, не требует защитного слоя бетона и служит без деградации более 100 лет. Мост из бетона с углеродной арматурой в канадском Квебеке простоял без единого ремонта 26 лет. Стальной мост той же конструкции в том же климате потребовал бы 3 капитальных ремонта за тот же срок. Единственное, что сдерживает массовое применение – цена. Углеродная арматура пока в 7 раз дороже стальной. Но в 2023-м сразу 3 завода в Китае запустили массовое производство, и аналитики прогнозируют снижение цены до паритета со сталью к 2035-му. Четвертый. SAT – беспилотные строительные машины с полной автономией. Экскаватор, бульдозер и самосвал без кабины и без оператора работают на площадке в ночную смену по заданной программе. Японская компания Кобелка испытала полностью автономный экскаватор на реальном объекте в 2022-м. Машина отработала 8 ночных смен подряд, выполнив объем земляных работ, на которые дневная бригада потратила бы 2 недели. Ни одного инцидента отклонения от проектных отметок не превысило 3 сантиметров. Вот такие чудеса в строительстве. Представьте, как ваш аквариум теперь не только для рыбок, но и для ума. Если вам нравятся интересные истории и технологии, загляните на наш сайт whiteori.com. Ссылочка в описании. Что объединяет все 100 инструментов, показанных здесь? Каждый из них существует не в лаборатории и не в концепте. Каждый уже работает на реальных объектах в реальных странах. Водоструйный резак режет атомные реакторы. Робот кладет кирпичи в Австралии. Квантовый гравиметр сканирует грунт в Великобритании. Дом в Нидерландах напечатан на принтере, и в нем живут люди. Строительная отрасль считалась одной из самых консервативных в мире. Она менялась медленнее, чем медицина, авиация или электроника. Но за последние 10 лет темп изменений сравнялся с темпом в любой другой индустрии. Причина простая. Стоимость ошибки в строительстве измеряется человеческими жизнями. И именно это заставляет инженеров по всему миру
создавать инструменты, которые делают ошибку физически невозможной. Инструмент у вас в руках устарел, но это не проблема, это возможность.